Профессор Иван Неумывакин. Быть здоровым без лекарств просто. Экология жизни – это кажется настоящим чудом. Используя систему Ивана Неумывакина, мы можем стать здоровыми, как космонавты, вопреки загрязнению окружающей среды и другим негативным факторам. И для этого не понадобятся огромные деньги на операции и лекарства. Иван Павлович Неумывакин начинал младшим научным сотрудником и дошел до начальника отдела разработки системы оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Как руководителю программы оздоровления советских космонавтов, доктору медицинских наук, профессору, лауреату Государственной премии СССР Ивану Павловичу Неумывакину было позволено привлекать к работе лучших врачей и ученых страны. Он взял от них всю мощь отечественной медицины и обогатил ее своими изобретениями. Была создана уникальная система оздоровления, благодаря которой вот уже более полувека наши космонавты ничем не болеют. Поэтому сначала я должен был определить, где находится грань между здоровьем и болезнью, почему человек начинает болеть. Второе, можно ли что-то использовать в космосе из арсенала средств официальной медицины. Оказалось, что ничего. В моей докторской диссертации есть 40 авторских свидетельств на изобретения. Они и сегодня являются приоритетными. После ухода из космонавтики я пытался внедрить в систему здравоохранения все, что наработал для космоса, но наткнулся на яростное сопротивление. Оказывается, что своими разработками я подрываю авторитет отечественной науки. Ведь я нашел основную причину, почему человек болеет. Универсальная причина болезней? В чем же вы расходитесь с официальной медициной? Она рекомендует первое, второе, третье, но мы же с вами представляем энергосистему, живую машину. Внутри у нас конвейер, а рот – это дробильная система. Мы должны не глотать пищу, а тщательно разжевывать, практически пить ее. В это время компьютер, головной мозг, видит хлеб, каша, мясо, кусочек и дает указания желудку. Для мяса нужна более концентрированная соляная кислота, а для хлеба чуть поменьше, для каши тоже. Но вы проглотили пищу, не прожевав ее. Она только сверху чуть-чуть обволакивается соляной кислотой, которая не может проникнуть внутрь куска. Но самое страшное, что в это время соляная кислота, которая выделялась в достаточном количестве для переработки того же куска мяса, растворяется водой, которая в конце застолья употребляется как третья. Вы концентрацию кислоты уменьшаете, в итоге пища не может перевариваться. И все, что вы съели, превращается в шлаки, непереработанные продукты обмена веществ. Мы едим в 4-5 раз больше, чем нужно для сохранения здоровья. Остальная лишняя пища – это работа для врачей, начало вашего заболевания. Не сегодня, так завтра, но оно точно будет. Вы предлагаете меньше пить жидкостей? Это смотря каких. Дело в том, что вода в клетку проходит только чистая. Именно этой воды вам нужно выпить 2 литра. Минеральные воды, тем более газированные напитки, опасные продукты. Клетка должна их прочистить. Кофе и чай дают кратковременный всплеск энергии, но это только усугубляет нехватку воды. Эти и подобные напитки перерабатываться не могут. Грязная вода заходит в клетку, и вместо получения энергии последняя должна ее тратить на очищение жидкости. Грязь выбрасывается, а воды не хватает, и энергии мало. Думаю, теперь понятно, почему клетка зашлаковывается, и не имеет значения, во что выливается прием нечистой жидкости, в атеросклероз, гипертонию, аритмию, да во что угодно. Главная причина огромного большинства заболеваний очевидна. Выздоравливают безнадежные. В том числе от рака и СПИДа? Я думаю, что таких заболеваний нет. Как нет? Есть состояния, связанные с зашлакованностью организма. В нем клетки начинают жить фактически в гнилостной бескислородной среде, поэтому мутируют, становятся онкомаркерами. Вообще-то раковые клетки есть в любом организме, однако у здорового человека они подавляются иммунитетом, а когда индивид ослаблен, эти клетки начинают бурно размножаться. В принципе, они нам нужны для того, чтобы организм знал, добро и зло всегда рядом, но добро не должно давать злу распространяться. А если вы сами подавляете добро за счет стрессов, неправильного питания, провоцирования гиподинамии и так далее, добро уходит, а его место занимает зло. Мы создали оздоровительный центр, в котором за 3 недели без лекарств и клизм очищаем внутреннюю среду организма. И у человека исчезает, например, гипертония, та, которую не может убрать кардиологический центр. Каким образом? За счет полуголодного существования, специальные фиточаи для очистки крови, печени, почек, поджелудочной железы, специальная система, которая позволяет 2 дня поголодать и 2 дня пить эти чаи. В ваших центрах успешно лечат рассеянный склероз, паркинсонизм и другие заболевания, которые принято считать неизлечимыми. Через 3-6 месяцев больные, которые были лежачими, уже ходят в магазин, на рынок, сами себя обслуживают. А секрет прост. Они насытили свои клетки водой, которой раньше им катастрофически не хватало. Врачи совершенно не обращают внимания на то, что вода – это самый лучший электролит, это энергия. Без нее не могут работать митохондрии, своего рода гидроэлектростанции, снабжающие клетку энергией. И первый орган, который страдает из-за отсутствия воды – это головной
головной мозг. Отсюда раздражительность, головная боль, мигрень, быстрая утомляемость, плохая успеваемость. Сегодня я официально заявляю, с моей точки зрения диагноза нет. Рак и СПИД – это состояние, следствие, а не причина. Если человек будет уверен, что рак – это временное состояние, то сможет избавиться от него. Для этого надо прежде всего посмотреть, что плохого в жизни он сделал, покаяться в грехах, попросить прощения у людей, которых обидел. А потом надо настроить свое сознание на выздоровление. Именно этот настрой и побеждает любые повреждающие факторы. Излечите себя сами. Люди удивляются, когда вы говорите им, что сердца нет в груди. Сердце – это мотор по перекачке жидкости, оно в основном находится ниже пупка. Взрослый человек имеет рост 150-180 см. Жидкость под влиянием тяжести падает вниз, но ее нужно поднять снизу вверх. А делают это мышцы, в которых находятся сосуды. Это специальные насосы, которые своим сокращением проталкивают кровь вверх. И если владелец своего тела не занимается им, не занимается спортом, не тренирует мышцы туловища и ног, то у него возникают атеросклероз, варикоз, трофические расстройства. На фоне грязи, которая находится в организме, кровь загустевает, и сердцу нужно прилагать больше усилий для проталкивания этой крови. Вначале возникает гипертрофия левого желудочка, потом начинаются различного рода аритмии, а потом происходит инфаркт или инсульт. У сердца не хватает силы работать вместо 500 с лишним мышц, которые должны качать кровь. Итак, сердце должно работать при хорошей крови, не сгущенной, а жидкой, наполненной водой. Но как добиться этого, людей почти никто не учит. Немногие знают, что воду надо пить за 10-15 минут до еды, 1-2 стакана. Она свободно проходит по малой кривизне желудка и собирается в районе 12-перстной кишки, там, где скапливается щелочь. В результате вода не закисляется желудком, а ощелачивается. Традиционный компот, кофе или чай пить напоследок нельзя? Ни в коем случае. Можно только рот прополоскать после еды. И 1,5-2 часа после употребления мяса не есть и не пить ничего не нужно. Нужно, чтобы желудочный сок переработал, разъел это мясо. Потому что кое-что в нем человеку нужно. Ведь тот живет в периодической системе Менделеева и должен пополнять свой организм всеми элементами. А если натощак, когда пустой желудок хотите есть, надо пить воду. Попили, полчаса не хочется кушать. Потом еще попили. И когда уже будет сосать под ложечкой, поешьте. У нас же, как 12 часов, так все идут на обед в столовую. Но не надо кушать, если не хочется. Надо дать организму отдохнуть. Ведь у него пища, которую он утром поел, не переработана. Если еще сверху навалить, она будет гнить. Отсюда все негативные последствия. Итак, пейте воду натощак. Вода – это пища, ведь мы на 3/4 фактически состоим из воды. За сутки надо выпить натощак 1,5-2 литра чистой воды. Все остальное не работает на здоровье. Посмотрите на некоторых людей после 60-70 лет, когда они начинают пить около 2 литров в сутки чистой воды. У них морщинки разглаживаются, кишечник начинает нормально работать. В воде клетка купается, это основа ее жизни, поэтому пить надо много и только натощак, и только чистой воды. А где же ее взять? Чистая вода не та, которую продают. В бутылках вода кислая, она имеет pH 6,5-7. А как сделать действительно чистую воду? В московском водопроводе нормальная вода. Вечером вы наливаете ее из крана в кастрюлю или бутыль, она отстаивается, хлор выходит. Утром там осадок обязательно будет, хотя глазами его не видно. Вы осторожно сливаете верхнюю воду, примерно 2/3 всего объема, но не кипятите ее, как обычно, а доводите до мелких пузырьков. Это так называемый холодный кипяток, который сохраняет свою структуру в течение суток. Такая вода нужна клетке. Она уже не тратит энергию на ее очищение. Это поистине живая вода, которая возвращает человеку здоровье. Ритмы жизни. Расскажите, пожалуйста, в какое время надо есть пищу, чтобы стать здоровым? Дело в том, что если вы кушаете после 7 часов вечера, то никогда не будете здоровым человеком. Инсулин, выделяемый поджелудочной железой в 19 часов, в течение 2 часов перерабатывает пищу. Если вы что-то сладкое съели, то инсулин не позволяет подняться уровню сахара выше нормы. А с 9 часов вечера поджелудочная железа должна спать вместе с желудком. К этому времени им надо быть свободными от пищи. Тогда они передают эстафету шишковидной железе, которая вырабатывает мелатонин, гормон роста. Он выделяется в 11 часов. Премудрость творения. Казалось бы, какое отношение имеет вышесказанное к религии? Но она и наука сегодня приходят к общим выводам. Высшее начало лежит в основе Вселенной, всех происходящих в ней явлений. Оно является основным и в деятельности человека, по крайней мере, должно быть таким. Но мы извратили высшие законы, сосредоточились на материальном, забывая о духовном. А если нет Бога в душе, тогда получается, можно брать от жизни все, что только возможно, ничего не отдавая взамен. Вот почему и возникла та вакханалия, которую мы наблюдаем сейчас в окружающей нас жизни. А что надо делать, чтобы изменить окружающий нас неблагожелательный и холодный к нашим чувствам порыв души мир?
Вы задаете мне детский вопрос, но в нем скрыт глубокий смысл. Ответ на него был известен еще 1000 лет назад. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Знай, ты являешься частицей всего, что вокруг тебя. Одно зависит от другого. Ты сделал зло ближнему, значит сделал плохо в первую очередь самому себе. Уничтожая своими мыслями и делами окружающих, ты разрушаешь себя, свою духовную и нравственную основу. А повреждение души неизбежно ведет и к болезням тела, преждевременной смерти. Избежать их можно только одним способом – перестать вредить окружающим, начать творить добро, сделать главным в жизни духовное, а не материальное, то есть жить по заповедям, которые дает религия. Система, которую заблокировали. Иван Павлович, ваша методика лечения ультрафиолетом позволяет людям избавиться от химических препаратов, эффективно лечить животных и растения, получать экологически чистое молоко и мясо, овощи и фрукты, другие продукты. Но почему-то эта спасательная система после столь успешных испытаний нигде не применяется. Лишний раз подтверждается евангельская истина: нет пророка в своем отечестве. К сожалению, это так. Я десятки лет работал в космонавтике и не мог заниматься здравоохранением. К тому же надеялся, что мои медицинские разработки внедрят здравомыслящие люди. И действительно, после проведения всех испытаний было получено разрешение Минздрава СССР на их внедрение в систему здравоохранения. Но вскоре распался Советский Союз, а Минздрав РФ потребовал проведения тех же самых испытаний, но уже под эгидой Российской Федерации, потому что результаты, полученные в советских учреждениях, для него, видите ли, недействительны. Но я уже ушел на пенсию, и на повторные испытания у меня не было ни сил, ни финансовых средств. А помогать мне никто не хотел. Тогда я понял, что подрывают существующие методы и средства лечения людей, животных, растений, почвы, которые на самом деле калечат их, но зато кормят производителей лекарств, минеральных удобрений, гербицидов и прочей химии. Что же вы предлагаете для медицины, Иван Павлович? Широко внедрить мою систему оздоровления. Ее заблокировали в больших городах, где развито медицинское обслуживание, но она очень слабая в глубинке, и там можно попробовать внедрить эту систему. Создан типовой проект, который позволит в районных больницах или в отдаленных уголках России главному врачу со своими сотрудниками в течение 3 недель оздоровлять 25-30 человек. Не надо никаких томографов, никакого сложного оборудования, нужны обычные методики, которые используют врачи, освобождающие людей от лекарственной зависимости. В Госдуме России это мое предложение нашло понимание на высшем уровне. Но когда встал вопрос о реализации, то ведомства, отвечающие за здоровье в России, не нашли денег, необходимых для организации центров оздоровления. И вообще оказалось никому не нужной вся моя экологическая система оздоровления человека, животных, растений и земли. Недавно один представитель власти заявил, что малые города не перспективны, их нужно объединять с мегаполисами. Но реализация этого проекта уничтожила бы основу России. Откуда может еще начаться ее возрождение? Возрождение начинается от земли, знания природы, любви ко всему живому, желания сохранить его для потомков. На земле рождаются те люди, которые должны возвеличивать Россию. Именно оттуда должно идти здоровье, а не из мегаполисов, жители которых понятия не имеют, где растут булки. Неужели нет никакой надежды на возрождение ваших разработок, которые позволяют очистить землю, оздоровить все живое? К счастью, недавно ими заинтересовались в Белоруссии. Там до сих пор сохраняется бесплатная медицина, бесплатное образование. Неудивительно, что эта страна проявляет интерес к моей оздоровительной системе, оказавшейся ненужной в нашей стране. Хочется верить, что отсюда начнется оздоровление всей планеты. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.